Этот ролик получился довольно длинным, потому что хотела как можно подробнее показать, как создавала вот такую сумочку. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Для работы выбрала бусины темно-синего цвета диаметром 12 мм. Предварительно промыла их в мыльной воде и высушила. Собирать бусины буду на леску диаметром 0,5 мм. Этой толщины достаточно для прочности полотна, а также леска с такой толщиной может легко проходить в отверстие бусины в 2 и даже в 3 ряда. Отрезаю от бобины леску длиной примерно 3 метра и складываю ее пополам. На леску нанизываю 8 бусин. В последнюю бусину возвращаю леску обратно, делая небольшую петлю. Удерживая пальцем петлю, перемещаю все бусины в центр лески. И теперь левый конец лески завожу в получившуюся петлю, которую затягиваю, перемещая узелок в центр бусины. Чтобы леска хорошо затянулась, узелок пару раз перетягиваю в разные стороны. Получилось колечко из 8 бусин, а концы лески имеют одинаковую длину. Теперь на правый конец лески нанизываю 3 бусины. На левый конец 4 бусины. И в последний делаю петлю, в которую завожу правый конец лески. Получается еще одно кольцо. И опять повторяю. Справа 3 бусины, слева 4 бусины плюс петля. Получается вот такая цепочка, которую я продолжаю, пока не получится 13 колец. Теперь нанизываю по 3 бусины слева и справа. И на самом первом кольце нахожу центральную бусину, в которую завожу правый конец лески. Возвращаюсь и делаю петлю, в которую провожу левый конец лески, и тем самым замыкаю всю цепочку в общее кольцо. Прежде чем обрезать концы лески, завожу их в обратную сторону в несколько бусин и только потом обрезаю. Получился вот такой ряд из бусин в виде колец. Чтобы сделать следующий ряд, отрезала кусок лески длиной примерно 3 метра, как и для предыдущего ряда. Выбираю любую центральную бусину и завожу в нее леску. Концы лески уравниваю. На левый конец лески нанизываю 6 бусин. В последний делаю петлю. На правый конец лески нанизываю 1 бусину и замыкаю цепочку, затягивая леску. Еще раз напомню, что узелок должен располагаться внутри бусины, и перетягивайте вправо-влево, чтобы затянуть покрепче. Вот таким образом я начала второй ряд. Теперь на правый конец лески нанизываю 1 бусину, а затем леску протягиваю в центральную бусину предыдущего ряда. Затем опять нанизываю еще 1 бусину. На левый конец лески нанизываю 4 бусины и в последний делаю петлю. Замыкаю цепочку, затягивая леску. И снова повторяю. Справа 1 бусина, завожу леску в бусину предыдущего ряда и нанизываю еще 1 бусину. Слева 4 бусины плюс петля.
и замыкаю и затягиваю леску. Так продолжаю ряд, пока не останется завершить одно кольцо. На правом конце сначала все повторяю: одна бусина, затем завожу в бусину предыдущего ряда и снова одна бусина, а затем завожу конец лески в бусину самого первого кольца и делаю петлю. На левый конец лески набираю 3 бусины и замыкаю цепочку, затягивая леску. Концы лески обрезаю, предварительно заведя их в несколько бусин. Все остальное плетение повторяю, пока не получится 5 рядов. Чтобы сплести донышко, завожу леску в центральную бусину любого кольца. На левый конец лески нанизываю одну бусину и завожу леску в центральную верхнюю бусину соседнего кольца. Точно так делаю справа. Сначала одна бусина, затем завожу в бусину соседнего кольца справа. Дальше слева нанизываю 2 бусины и во второй делаю петлю. Справа одна бусина и замыкаю цепочку. Теперь на донышке появилось одно кольцо. Чтобы сделать следующее, на левый конец лески нанизываю одну бусину. Затем провожу леску в бусину соседнего бокового кольца. Повторяю это справа. Одна бусина и прохождение через бусину соседнего кольца. Теперь слева 2 бусины и петля. Справа одна бусина. И затягиваю в кольцо. Так продолжаю, пока не останется завершить последнее кольцо. В принципе, и здесь то же самое, с той лишь разницей, что цепочка будет заканчиваться в бусине, которая уже есть в плетении, то есть вот в этой бусине. Донышко готово, а вместе с ним и верхняя сумочка из бусин. Если вы обратили внимание, то в процессе работы мои пальцы немного окрасились в цвет бусин. Это говорит, конечно, о не очень хорошем их качестве. Да и в общей массе они прокрашены неравномерно. Поэтому смотрите сами, стоит ли вам воспользоваться моей ссылкой на карточку товара. Возможно, стоит поискать у другого продавца. Ссылки на материалы, которые я использую в этой работе, я оставлю в описании к этому видео. В итоге у меня получилась вот такая наружная декоративная часть сумочки. Ее внешний размер получился 23 на 20 на 4 сантиметра.
Теперь я буду шить внутреннюю часть сумочки. Для этого измеряю внутреннее пространство и делаю схему. По этой схеме выкраиваю из ткани деталь сумки, не забывая ко всем срезам добавить по 1 см на швы. Ткань я выбрала мебельный велюр глубокого синего цвета. С лицевой стороны по центру сразу намечаю 2 линии, расстояние между которыми 4 см. Это ширина донышка сумки. Еще вырезала 4 одинаковые детали размерами 4 на 23 см. Вы видите пока 2 детали, но вообще их нужно 4. Из подкладочной ткани вырезала деталь такого же размера, как и деталь из велюра, только без вырезов по центру. И сразу же вырезала деталь кармана размером 17 на 14 см. И это с припусками. Сразу обработаю и настрочу карман. Заутюживаю все припуски. Верхний припуск подгибаю 2 раза, чтобы сделать шов-подгибку закрытым срезом. От внутреннего подогнутого края прокладываю строчку на расстоянии 1-2 мм. Опять все приутюживаю. Нахожу середины на подкладке и кармане. На расстоянии 4 см от верхнего среза располагаю по центру карман, а затем настрачиваю его на подкладку. Велюровые детали сумки уплотняю вот таким утеплителем. Его толщина 5 мм. И раньше в продаже он назывался флисом. Его можно заменить тонким синтепоном. Только предварительно синтепон нужно проутюжить через влажную ткань. От этого он станет тоньше и плотнее. Все детали настрачиваю на утеплитель. А на основной детали еще и проложила 2 строчки по ранее намеченным 2 меловым линиям. Эту молнию я выпорола из своей старой сумочки. Ее общая длина 25 см. На велюровых полосках ставлю меловые отметки, расстояние между которыми 21 см. В этом расстоянии будет располагаться начало и конец молнии под строчкой. Настрачиваю молнию на полоски.
Теперь укладываю такие же полоски, но без утеплителя, располагаю молнию внутри. И стачиваю полоски между собой по двум коротким и одной длинной сторонам. Уголки подрезаю и выворачиваю на лицевую сторону. Точно так делаю и на второй половинке. Получилось вот так. И теперь прокладываю строчки по краю. Отмечаю ширину детали 6 сантиметров. Рядом с меловыми линиями прокладываю строчки. И теперь подрезаю срезы до ширины детали 6 сантиметров. Если я не ошибаюсь, то в сумке эта деталь называется фальда. Получившуюся фальду притачиваю к верхним срезам сумки. Ширина шва 1 сантиметр. Складываю и стачиваю боковые срезы сумки. Ширина шва также 1 сантиметр. Внизу раскладываю уголки, которые также стачиваю шириной шва 1 сантиметр. В детали подкладки после пришивания кармана стачиваю боковые швы. Ширина шва 1 сантиметр. В одном из швов оставляю отверстие длиной примерно 13 сантиметров. Через него я потом выверну сумку на лицевую сторону. Раскладываю и застрачиваю уголки так, чтобы длина строчки получилась 4 сантиметра.
Не забывайте в процессе работы приутюживать готовые швы и строчки. Из велюровой ткани вырезала две одинаковые детали размерами 4 на 11 сантиметров. Это будет деталь, которую в сумках еще называют ручкодержателем. Подгибаю на 1 сантиметр длинный и 1 короткий срез. И прокладываю строчки по краю на расстоянии 0,5 сантиметра от сгибов. На боковых швах сумки намечаю по 2 меловые отметки на расстоянии от верхнего среза 3 и 4,5 см. Складываю деталь вот таким образом, чтобы на конце не создавать лишнюю толщину. И настрачиваю их на сумку, ориентируясь на меловые отметки. Делаю 2 только горизонтальные строчки. Теперь складываю детали верха и подкладки по верхним срезам лицом к лицу. И стачиваю. Ширина шва 1 сантиметр. Через отверстие в подкладке выворачиваю детали на лицевую сторону и застрачиваю отверстие. По верхнему краю сумки прокладываю отделочную строчку, ширина 0,5 см. Внутренняя часть сумочки готова, и я ее вкладываю в плетеную часть сумки. Все отлично подходит по размерам. Боковые ручкодержатели вывожу наружу между бусинами. Чтобы соединить плетеную часть с тканевой, делаю несколько закрепительных ручных стежков между бусинами.
Точно такие закрепки делаю и вот в этих местах, а также с обратной стороны сумки. Вот теперь две части соединены. И можно присоединить ручку. У меня она готовая, длиной 50 сантиметров. Покупала в Wildberries, и ссылку оставлю в описании. А еще небольшая декоративная деталь в виде подвески. Я ее сделала сама из каких-то своих старых запасов, бусин и цепочек. Вот такая сумочка получилась. Небольшая, но в которую легко помещаются и смартфон, даже самый большой, и кошелек, и другие необходимые нам мелочи. Надеюсь, вам понравилось. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Они очень помогают развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И, как всегда, жду вас на своем канале.